Друзья, всем привет! Сегодня хороший день, потому что есть много интересных новостей, которые мы собрали, перемешали, и получился восхитительный ремикс. Сегодня у меня хорошие новости, и я, кстати, понял, что не все понимают, что такое Ералаш. Я объясню, друзья, это то же самое, что Ералаш. В общем, это ассорти, когда все вперемешку. Так что теперь, когда я надеюсь, что вам понятно, что за такое забавное слово мы говорим, я хочу сказать, что мы еще решились поменять начальную заставку, начальные кадры для этой рубрики. Теперь наши выпуски будут начинаться с забавной и веселой заставки. Ну что, если все готовы, тогда алга! Казахстанский диджей и саунд-продюсер Иманбек Зейкенов получил награду Spotify за преодоление отметки в 1 миллиард прослушиваний ремикса Roses. И по традиции для Иманбека он стал первым из СНГ, кто получил эту премию. Добро пожаловать в клуб! Иманбек присоединился к Billions Club, а это значит, что его ремикс Roses прослушали уже более миллиарда раз. Если быть совсем точным, даже больше 1,5 миллиарда, отмечается в сообщении. Соседями Иманбека по плейлисту также стали суперзвезды Билли Айлиш, Трэвис Скотт, Адель и другие. Соседями Иманбека по плейлисту стали такие суперзвезды, как Билли Айлиш, Трэвис Скотт, Адель и другие крупные мировые музыканты. И на сегодняшний день ежемесячная аудитория Иманбека составляет в Spotify 17 миллионов слушателей. Отмечается, что ранее награду Spotify получали канадский рэпер Дрейк, норвежский диджей Кьюго и британская певица, красавица Дуа Липа. Вот Иманбеку я поражаюсь, он не только уже вошел в историю благодаря Грэмми, но и дальше продолжает совершать различные достижения. Вот бы мне такую удачу. Удачу в том, что еще в молодом возрасте понять, чем же на самом деле он должен заниматься в жизни. Это действительно большая редкость, кому так везет. Есть люди, которые ищут себя всю жизнь. Анна Обаянская опубликовала трилогию клипов, такую трилогию воспоминаний с кадрами бэкстейджей. Анна Обаянская — это режиссер клипов и концертов Димаша. И сделала она это в честь юбилея Димаш Digital Show. У нее в Инстаграм теперь есть полная картина того, как это было. Мы, конечно, тоже вспомнили, как смотрели концерт в нашей студии в Санкт-Петербурге. Помню, как наш WhatsApp разрывался от звонков и сообщений с вопросами, как посмотреть, почему не работает. В общем, такая суматоха чуть-чуть была, и как перед настоящим концертом. И забавно, что мы даже почувствовали какую-то ответственность перед Диас, хоть и не имели никакого отношения к организации концерта, а просто смотрели как зрители. В общем, очень приятные воспоминания. И если вы не видели, посмотрите эти кадры, я вам крайне рекомендую. А если вы не были на самом концерте, можете посмотреть песни по отдельности. Они уже есть на YouTube-канале Димаша. Теперь немного о спорте. Серебряная призерка чемпионата Европы в Таллине Анна Щербакова представила новый показательный номер под композицию «Аве Мария» в исполнении казахстанского певца Димаша Кудайбергена. Выступление было удивительным и просто поразило зрителей. И интересно, что, кажется, теперь у зрителей на Олимпиаде в Пекине есть тоже шанс насладиться таким неописуемым, невероятным шоу. А с учетом того, что мы все знаем, и о том, что музыка Димаша — это очень сильный и единственный в мире разрешенный и рекомендованный специалистами допинг, и также учитывая то, что Димаша безумно любят в Японии, я думаю, что у Анны хорошие шансы на успешное выступление. Конечно, заранее обычно так нельзя заявлять, чтобы не сглазить, но можно точно сказать, что мы все будем болеть за Анну в Пекине. А самое главное, что я боюсь в хорошем смысле этого слова, что скоро все спортсмены будут брать музыку Димаша для выступлений, а в раздевалке будут слушать Олимпика, Fly Away или Screaming. Если, кстати, кто-нибудь уже не догадался, что это безумная энергия, которая может помочь и в спорте, тоже. Португальский супербомбардир Криштиану Роналдо получил специальную награду FIFA. 17 января в Цюрихе состоялось вручение наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии FIFA под названием The Best FIFA Football Awards 2021. И лучшим игроком 2021 года по версии FIFA назван польский форвард Роберт Левандовский, а Криштиану Роналдо получил специальную награду FIFA за то, что стал лучшим бомбардиром в истории матчей за национальные команды. Ну что ты скажешь? Криштиану Роналдо красавчик, спору нет. Трудяга, профессионал, виртуоз. Очень целеустремленный, очень неуступчивый, настойчивый человек. Вот есть такая поговорка: терпение и труд все перетрут. Вот Роналдо своим трудом доказал, что он лучший в мире, и продолжает доказывать. Хотя думаю, что сейчас найдутся те, кто напишет в комментариях: подождите, какой Роналдо? А Месси? Да, Месси тоже феномен и настоящий гений. А вообще, они оба красавчики. Боксер с рекордом 99-0 дебютировал в профессионалах, и начал он с победы нокаутом в первом раунде. Нигерийский боксер Шиту Афалаби провел свой дебютный бой на профессиональном ринге. Его соперником был соотечественник Хамед Садику. Поединок во втором наилегчайшем весе закончился победой Афалаби техническим нокаутом в первом раунде. И судя по кадрам, выглядит Шиту очень прилично, и статистика у него впечатляющая. Будет
интересно посмотреть на него через пару лет. Я думаю, у него есть все шансы, чтобы пробиться на самый высокий уровень. Желаем ему удачи и не останавливаться на достигнутом. Вот можно пример взять с любого, о ком мы сегодня говорили. Друзья, это все новости на текущий момент. Мы будем следить за развитием событий и надеюсь, что скоро увидимся.